купается возле Галины. Да, я получил важный звонок. Этот телевизор сейчас не найти. Очень редкая вещь. Когда снят на этом месте более 100 лет назад. Но во время войны это было все разрушено. Часто в этих местах мы находим остатки плавленного кирпича. Очень была большая температура, более 1000 градусов по Цельсию. Если была такая большая температура, возможно, были огнеметы. У немцев они появились самые первые тогда. Сейчас попытаемся что-нибудь поискать. Бывают такие ситуации, что наши экспедиции надо немножко прекращать. И иногда бывает так, что мы не ищем артефакты, они к нам сами приходят. И сегодняшний день не был исключением. И сегодняшний день даже оказался лучше, чем мы планировали. В начале нашего похода я получил важный звонок. Бывает, звонят люди, клиенты, посмотреть коллекцию, музей. И привозят такие довольно интересные вещи, экспонаты, вот как сейчас телевизор советский 1949 года выпуска. И, к сожалению, нам пришлось прекратить наш поиск с металлоискателем. И это все было не зря. Но вот такие вещи, как этот телевизор, сейчас не найти. Это очень редкая вещь. Телевизоры начали выпускать с 1949 года. Это были самые первые телевизоры в Советском Союзе. И здесь только не хватает, стояла большая стеклянная линза с водой. Она увеличивала изображение с этого маленького
Экранчика. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Нам сегодня есть что показать. Guys, we have arrived to another place what are located deep in the forest, and I want to introduce you Yuris. He is Raymond's younger brother. Yuris also is a big fan of history. He is engaged in volunteering work in order to popularize the history of First World War and our region. He is a great enthusiast. We are going to an abandoned cemetery of German soldiers what was found in the forest a few years ago. It was completely overgrown with bushes and trees. Not so long ago, Yuris began to clean them up. He decided to do this purely out of his personal motives, not because someone asked him, because he loves and appreciates our history. I managed to persuade him and take a part in this small project, because for me it means a lot. Ну, за моей спиной немецкое кладбище Шлипаки, названное так по названию места, которое со времен Первой мировой войны называлось Шлипаки. Это было владение часть имения Илзензе, Илгас. Возможно, здесь был охотничий домик, но во время войны это было все разрушено. В этом месте находились тыловые позиции 151-го пехотного полка немецкой армии, которые вели бои в районе озера Илгас и озера Медуми. Здесь похоронены как немецкие солдаты, в основном 151-го пехотного полка, погибшие в боях 16 года, но есть и захоронения русских солдат. В районе 101 бойца русской императорской армии похоронены здесь. Кладбище заброшенное, долгие годы никем не убиралось. Ну вот это мой третий выход за 2 последних сезона сюда, чуть-чуть прибрать, убрать какие-то ветки, кусты, ну, чтобы оно было доступно для людей, которые интересуются историей. Что у тебя в руках за фотография? Скажи, нам очень интересно посмотреть. Предположительно, это же кладбище в 16 году. 151-й пехотный полк, 2-й, 3-й батальоны. 99%, что это было кадр снят на этом месте более 100 лет назад. Ну что, давай тогда приступим к приборочке. Времени у нас мало, скоро стемнеет. Чуть-чуть. Ну, более-менее порядок.
10 минут, я думаю, тут. Да, давай. Может быть, даже они тоже с этого памятника. Надо. Попробуем, может сейчас что-нибудь там сделаем. Тяжело, наверное, как-то вокруг. Обычно это все. Тема связаны с этой стороны. Его бы поднять, тогда видно, может что-то там есть, а может ничего. Ты думаешь, это какой-то... Они обычно на кладбище по центру ставили памятные камни. Вот. Ты думаешь, это один из них, да? Может быть, да. Нам надо будет как-то сюда подготовиться, приехать, какую-то взять фомку, подкопать его. Да, можно поднять, посмотреть. Если это он, ну, нам теперь это очистить, чтобы его отсюда перенести вон туда. Hey guys, one more thing. Basically, as Yuris explained me, them stones I just cleaned. Probably they used to be here. All the soldiers actually buried in this location, and in the Soviet times them big stones they've been moved, and this is how these stones are located right now. Basically, as I finished tidying up in this place, you see the sun just appeared. Maybe it's a good sign. See, it's looking way better right now. Yuri's cut some bushes over there. I cleaned the stones, but still plenty of work to do. So these stones here needs to be cleaned as well, but we haven't got any time today, so we need to go home, and it's getting late. Probably the next hour it will get dark.
and we don't want to stuck in the forest in the dark. Hey guys, this one used to be a sauna long time ago. As you see, it's in a very poor condition right now. Мы сейчас забыли на озеро Галинка, на литовско-латвийской границе, практически рядом с местечком Шлипаки, где находились тыловые позиции 151-го пехотного полка, на кладбище, в котором мы только что были. Ну и пришли сюда, просто красивое место рядом с немецкими позициями, где во время войны тоже отдыхали немцы после боев, восстанавливались. Тут и были лагеря. Есть фото в старых книгах. Интересное, красивое место. Так, ну вот это вот фото снято примерно с этого же места, где мы сейчас стоим. Немецкие солдаты купаются в озере Галина.
Guys, our place where we live can be called a fisherman's paradise, because in addition to picturesque nature, we also have 24 lakes around us. In our episodes we will show you these activities, what you can do in our place. This lake is not just a lake, but also a large layer of our and world's history. Over 100 years ago, this quiet place was not really a quiet place at all. Literally, 5-10 meters from the coast are the trenches from the former Russian positions located. Raymond will be here very soon with a metal detector, and we will try to look for some historical artifacts. So here we will not only fish, but also will get in touch with history. Hello guys, as usually Arthur's, and behind the camera is Raymond's. Basically today we are at very beautiful location. Behind my back is lake where I spent most of my childhood swimming, fishing, and that's why we are here today. Actually, me and Raymond's, we're here today to have some fun as well. I will be doing some fishing over here, and same time Raymond's will be doing some treasure hunting. He brought his metal detector and he already found something. We're gonna show you now. Guys, stay with us, subscribe our channel, and we wish you good watching, guys. Всем привет на нашем канале. Сегодня с вами опять Raymond с Артуром. Мы сейчас находимся в таком местечке, Медомское озеро называется. Здесь шла позиционная война 100 лет назад, чуть больше. Вот когда-то вот здесь стояли дачи чиновников, художников, писателей Санкт-Петербурга, российские. В 2015 году это все было уничтожено огнем, осколками снарядов. Ну вот сейчас мы здесь отдыхаем, ловим с удочками, немножко рыбу, я хожу, немножко копаю, какие-то гильзы, то все, ну потихонечку так что-то находится. Ну и вы оставайтесь с нами и покажем наши маленькие находочки. Глубоко.
используя винтовочную гильзу. Видите, по капсуле уже выстрелено от винтовки Мосина. Здесь настояли российские войска. Ooh, another snake. Again, a rough snake. Что был сигнал, да, какой-то? Ну вот сейчас у нас пули тоже сейчас не скажу, но винтовочная пуля от гильзы. Какой, ну, пример от чем? От немецкой, да? Или от российской? Какие позиции здесь были? Здесь стояли солдаты российские, вон там за озером были, посередине озера немецкие. Возможно, эта пуля была и вот со стороны немцев сюда пришла. Сейчас точно не скажем, это надо будет дома поглядеть, почистить. Вот у нас земля насыщена такими экспонатиками. Guys, as we mentioned before in one of our previous episodes, across this lake, somewhere in the middle of this lake, was a barbed wire, and actually here was Russian army positions, and somewhere in the middle was German army positions. Of course, in winter time, when it's getting cold, somewhere in December, ice level is very solid. Basically, you can walk and you can drive on it. Oh, Ramon's got something else over there, so let's go and see. Что ты еще нашел? Basically, it could be something very small. As you see, it's a clear signal, and Rama still couldn't find anything. It can be some fragment from the projectile. А может быть осколок от снаряда? Что по сигналу? Рэм. Oh, something in this. Something here. Something very small. Что это такое? Ну, надо рассказать, что какие находки бывают. Это всего лишь советская виноводочная коробка. От водки. Russian vodka. Russian vodka, guys. Basically, this is the bottle top or lid from the bottle of vodka. So nothing special. See, Raman pushed lots of effort to get that, but this thing doesn't worth anything. Little disappointment. Raman, разочаровался? Ну, как есть, так есть. Что-то дальше будет. Как говорится, не застрахован, правильно? Все можно найти, да? Это тоже находка. Ну да. Остатки прошлого. Ну и что, Раймонд, дальше у тебя там был сигнал, да? Сейчас будем смотреть. Похоже, здесь была обойма от
Винтовки мощные. Да, сигнал пошел. Так. Патрон. Латунь сгнила полностью. Порох, да, внутри? Покажи. Да, вот. This is the gunpowder. Ну вот нам не надо. Видно, что была пластинка. Ну, пока ничего. Это кирпич, это тигдач, правильно? Да, остатки этих дач, что были здесь до войны. Расскажи про кирпичи, которые находил плавленые. Часто в этих местах мы находим остатки плавленного кирпича. Очень была большая температура, более 1000 градусов по Цельсию. Кирпич плавился и получалось такие интересные камни. Вот там я даже отложил внизу на лодке, они все там в воде есть, такие можно найти. Самые интересные экспонаты у них, у нас точнее, лежат в коллекции. Расскажи, а что это могло быть? Какие-то огнеметы, какие-то бомбы или какой-то, я не знаю, какие-то технологии новые не были на то время? Сейчас уже не скажешь, но я думаю, если была такая большая температура, возможно, были огнеметы. У немцев они появились самые первые тогда. Обычно так кирпич не плавится. То есть страшно, да, что-то, что здесь Да. происходило, что-то очень-очень страшное. Какая-то очень большая температура была. Сейчас тут А сейчас здесь тишина и покой. I'm going to go and show you these melted bricks. See guys, these bricks has been melted. Look at this surface. It looks like small layer of ice, but it's not. Basically, as Raymond told before, something very terrible was happening here. Over 1000 degrees Celsius. What they've been using? It's a good question for us, even right now. Вот сейчас мы видим, я только что нашел чисто на земле лежал оплавленный кусок кирпича, кварц, и сейчас мы его немножко водой сполоснем, и он будет более виден. Вот сейчас мы его немножко сполоснули в озере водой. Вот видно сам кирпич и вот как он плавился. Такой получается рисунок цветной. Такие интересные вещи. Бывает, конечно, покрасивее, но сегодня так у нас, пока так. It's a good catch. Other one. This is a small example.
we're going to take it. Guys, basically today is supposed to be a very beautiful sunset over this lake. Oh, not fish away? No, a bit too early. Okay, let me finish my speech. Basically, yesterday I was fishing same spot. It was same weather, was same sun, and during the sunset, the sky turned into different colors. It was orange color, red color, it was purple color. It was actually very beautiful, and I'm gonna show you this sunset very hopefully. And stay with me, and yeah, we're gonna see it together. And hopefully gonna catch more fish today as well. Guys, today the sunset was beautiful, but it wasn't as beautiful as it was the day before. Unfortunately, as always, everything beautiful stays behind the scenes when there is no camera. This is my personal, let's call it law of meanness, and it always works with me. Well, anyway, I had very good time spent, I enjoyed the sunset, I had a rest, and even I had a very good fishing. A lot of fish that I caught I left behind the scenes. Unfortunately, when it was still bright, I forgot to film the catch, but I took a photo, here it is. I caught about 3 to 4 kilograms of rat and roach. So this is it for today's video, guys, but there is another thing I would love to talk about, and it's Juris. He helps to run a Facebook page, and this page is about First World War and our local history. As a sign of appreciation and gratitude for your participation in my project, I will leave a link to this page under this video. Guys, I highly recommend you to visit this page because it's very interesting there, and absolutely legally you can sign up for a tour and have a very interesting experience, and you can visit places what we are showing here on our channel. Thank you very much for watching, and I see you in next episode.